Привет всем! В этом видео я сделаю обзор на дистанционный выключатель. Вот у нас в комплект входит один приемник одноканальный. Он идет в вот таком пластиковом черном корпусе. Задняя крышечка у нас вот так вот просто снимается. И внутри у нас находится плата. Вот, приемник на 220 вольт. И в комплект идет один пульт. Кнопочки АБ, батареечка тут уже есть, 12-вольтовая. Можно привязать к этому приемнику до 20 пультов. То есть 20 пультов можно докупать отдельно на 433 МГц и привязывать к этому приемнику. Если привяжете 21, то первый удалится. То есть 20 можно пультов сюда добавить. И сейчас я покажу, как подключить его и как привязывать и как настраивать. Потому что здесь есть 3 режима работы. Сейчас мы каждый попробуем. Вот я для примера подключу лампочку. Она на 220 вольт. Вот два провода выходят с лампочки. Также в комплекте была инструкция, а тут есть на русском языке. Ну, может, не всегда китайцы кладут инструкции, но мне прислали с инструкцией. Вот у нас два провода. Подключим вот два контакта. Это у нас выход. С одной стороны вход. Там, где кнопочка, это вход. Мы сюда подаем напряжение 220 вольт с розетки. Я вот взял для примера провод обычный и включим в розетку. А со стороны реле у нас выход. Вот подписан out. LN, L это фаза, N это 0. Вот. Лучше правильно подключать. Ну, я, например, буду просто в розетку включать. Я не буду знать, где фаза, где 0. Но когда вы выключите реле, то если вы неправильно подключили, оно работать будет. Но тогда фаза будет все время на лампочке. И если вы там захотите поменять что-то, лампочку выкрутить, то она будет под напряжением. Даже если реле выключено. А если вы подключите правильно, то когда реле выключено, фазы на лампочке не будет. То есть можно там лезть туда руками и вас не шандарахнет. Так, мы подключили. Вот, готово. Лампочка подключена. А с этой стороны я просто беру вот провод, подключаю. Два контакта, фаза и 0. Подключил и затянул. Вот. И тоже нужно быть аккуратным, так как здесь 220 вольт. Руками лучше нигде ничего не трогать. То есть здесь все будет под напряжением. Дотрагиваться нельзя. Аккуратненько только нажимаем на кнопочку. Все, больше ничего трогать нельзя. И я включаю в розетку. Включил, мигнул светодиод. Пульт у нас не привязан. Вот я нажимаю, ничего не происходит. Лампочка не загорается. И проверим первый режим работы. Один раз кнопку нажимаем и ждем 3 секунды. Нажали. Загорелся светодиод. Привязываем пульт. Нажимаем А. Вот замигал светодиод. Еще раз ждем 3 секунды. Все. Пульт у нас подвязан. Нажали. Отпустили. Когда удерживаем, реле включено, лампочка горит. То есть без фиксации. Отпускаем. Лампочка гаснет. Вторая кнопка не используется. Вы можете, например, на вторую кнопку привязать второй приемник. То есть одной кнопкой будет один приемник управляться, а второй кнопкой можно подключить второй приемник и управлять каким-нибудь другим вообще устройством. Один приемник будет у нас там управлять освещением, вторым там будем включать, ну, либо там с другой стороны дома лампу, либо что, ну, другое устройство. Б кнопочка свободна. Это без фиксации. Чтобы отвязать, то есть мы стираем настройку, мы нажимаем на кнопочку 8 раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Замигал светодиод много раз. Все, пульт отвязался. Теперь пробуем вторую программу. Вторая программа, это у нас нужно будет 2 раза на кнопку нажать. Раз, два. Ждем 3 секунды. Загорелся светодиод. Нажали на А. Замигала лампочка. Ждем опять 3 секунды. Настройки сохранились. Этот режим у нас с фиксацией. Нажали, лампочка включилась. Второй раз нажали, лампочка выключилась. Кнопка B не используется. Так же самое можно другой какой-то использовать приемник. Опять отвязываем. Вот, 8 раз нажали, настройки стерлись, пульт стерся, у нас уже не реагирует.
И пробуем третий режим. 3 раза на кнопку нажимаем. 1, 2, 3. Ждем. Лампочка загорелась. Нажимаем А. Нажимаем Б. У нас одной кнопкой включается лампочка, второй кнопкой выключается лампочка. Вот такой у нас режим работы. Также есть пульты, где on-off написано, удобно будет тоже. Вы нажали on, точно вы знаете, что включено. Вторую кнопка off нажали, устройство выключается. Вот так работает данный модуль. Ссылочку на него я вам в описании оставлю. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.